Здравствуйте, дорогие друзья. Вот на мясорубке у меня затупился, значит, ножик и решетка. И вот я решил заточить их с помощью подручных средств. А именно вот наждачки. Вот взял 3 разной зернистости наждачки. Это вот начну с 400, потом возьму 600, а потом возьму 1000. И вот начну я с 400. Вот она решетка, рабочая часть, вот она трется об ножик, то есть вот так. То есть происходит все вот таким вот образом. То есть она начинает работать, и вот пошла. И вот, в общем, плохо режет. И вот эти вот краешки, я вот посмотрю, как они затачиваются. Я их закрашу маркером. А закрашу для того, чтобы мне потом видеть, как она затачивается, решетка. И буду видеть, как снимается металл. Вот закрашиваем. Сделали. Так. Также закрашиваем решетку. То есть видно, чтобы как она, металл снимался. Вот так примерно. Так, откладываем ее. И начинаем с ножа. Вот, значит, взяли 400-ю наждачку и начинаем ее точить. То есть не по кругу. Это очень долго по кругу. А начинаем, это, то есть надо и такие движения, и потом и проворачивать решетку. То есть и вот так, и проворачивать. Это очень неудобно. И поэтому мы будем использовать 8. Ну, то есть вот, допустим, круг, потом вот так проворачивать. Можно и так. Но это очень неудобно. А мы будем 8 выписывать. То есть по ходу вот режущие кромки начинаем выписывать 8. Вот таким вот образом. И поехали. Сейчас вот берем ножик, окунаем в водичку. Так лучше затачивается. Абразив снимается плавнее. И начинаем 8 наводить. Провернули. Опять 8. Маленько провернули ее. Опять 8. Ну, то есть, чтобы режущая кромка, чтобы все по одинаково точились. И будем сейчас смотреть. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. Весь фломастер снялся, весь металл. Вот, смотрите, кромка. Ну вот. Кромка острая. Ну, давайте еще. Сейчас уже чертить не будем. То есть еще будем точить 8. Провернули немножко. Опять. Провернули. Опять. Поворачиваем. Ну, вот сейчас маленько подсох ножик. Вот он уже острый. Уже, вон, смотрите, даже кожу начинает резать. Откладываем 400-ю наждачку. Берем 600-ю. Та же самая процедура. Чертим. Сейчас уже дело быстрее пойдет. И начинаем то же самое. Кладем его и 8. Раз, допустим, 2, 3. Повернули на режущую кромку. Также на режущую кромку начинаем. Вот. Повернули. Повернули. То есть начинаем как бы каждый нож началом. Так, теперь вот эту. Вот.
есть каждую кромочку поворачиваем и на нее начинаем. Теперь эту раз кромочку повернули. Давайте поглядим. Вот, видите, все снялось. Давайте сейчас начертим и пока мочить не будем. И еще разок пройдемся, чтобы фломастер было видно. В принципе, сейчас уже снимается хорошо. Сейчас уже наждачка помельче. И вот у нас место неиспользованное. Начинаем. То есть на режущую кромку кладем вот этим ребрышком. Начинаем, значит. Поехали, восьмерочку. Следующее поворачиваем ребро. То есть тут на 400 наждачке также. Каждое ребро сделали несколько восьмерок, ребрышко другое. Так. Следующее. Они все точатся, но все равно как бы так будет лучше. Потому что одно идет вот на нее, на режущую кромку, потом вдоль нее. А так все как бы равномерно сделаем. Так. Ну вот, посмотрим. Вот, друзья, все очень остро. Ножик уже острый, все кромочки. Убираем эту, значит, 600-ую. Берем 1000-ю. И каждое ребрышко. Вот, повернули следующее ребро и на режущую кромку. Так, следующее ребро. Так. Следующее. Уже по второму кругу пошел. Ничего страшного. Ну, принцип восьмерки главное. Впрочем, посмотрим. Все, ножик заточился. Вот смотрите, они аж блестят они. Вон видели? Вон они аж отполированные. Сейчас хоть под пасту Гои. Очень острые получились. Вот берем решетку. Мы ее уже фломастером закрасили. Берем 400-ю наждачку опять и начинаем протирать. Окунаем в водичку и начинаем наш процесс. Тут уже восьмерки нам не нужны. Тут нам уже можно просто по кругу тереть. И вот такими круговыми движениями начинаем. Обычные круговые. Вдоль и поперек лучше не делать. Надо, чтобы все стороны брались, все грани. Вот идет вот такая вот притирка. И трем. Смотрите, видели? Вот. Практически рисок не осталось. А там видно рисочки, потому что были, вот они. А от ножа мы еще сейчас водички возьмем. Еще раз 10-15 сделаем и перейдем на другую наждачку. Ну, надавливаем, чтобы опять плоскость не гуляла, и в одной плоскости, чтобы все прижималось. То есть на столе не должно быть никаких неровностей, никаких там ничего не лежать, чтобы четко плоскость садилась. В этом и принцип вот этой притирки, заточки. Я ее просто притиркой называю. Ну все, хватит. Так, сейчас тряпочкой протрем, чтобы этот крупный абразив убрать. Потому что мы перейдем сейчас на мелкую наждачку. Вот, протерли. Убираем 600-ю. Вот что получилось после 400-й. Смотрите, видели? Вот.
рисочки есть, но ладно, переходим на 600-ю. Смачиваем водичкой и начинаем. Я вот всю наждачку использую, здесь потер, здесь, чтобы весь лист использовать. Сейчас весь вытеру и перейду на 1000-ю. Можно в одну сторону, в другую. Но в одну мне удобнее. Вот, смотрим. Убираем 600-ю. Переходим на 1000-ю. Берем ножик. Посмотрим, чтобы зазоров не было между ножом и решеткой. Видите, плотно прилегает. Вот. Все. Собрал я мясорубку, поставил нож, решетку. Берем крышку. Не сильно плотно, просто прижали ее. Теперь попробуем провернуть. Вот этот винт мясорубки. Вот чувствую, слышите звук? То есть нож вот плотненько идет. Ну вот, вставляем и проверим сейчас. Ну вот, пожалуйста. Спасибо за внимание. За секунду буквально.